Всем привет, друзья! Пирожное «Наполеон» легко и просто приготовить дома и угостить близких вкусным десертом. Крем для десерта я готовлю классический заварной. Пирожное очень вкусно и хрустящим, и пропитанным. Быстрый и вкусный вариант десерта из готового слоеного теста. Размороженные пласты готового слоеного теста разрежьте на порционные куски, на небольшие квадраты или прямоугольники. Нарезанное тесто выложите на противень вместе с пергаментом. Поставить в духовку выпекать при температуре 200 градусов 15-20 минут. До румяного цвета. Даем заготовкам полностью остыть. Пока они остывают, займемся заварным кремом. В сотейник или кастрюльку всыпать сахар, добавить щепотку соли. Всыпать ванильный сахар и добавить 3 желтка. Туда же влить холодное молоко. Молоко можно использовать любой жирности и любого сорта. Массу тщательно перемешайте, взбейте венчиком, чтобы желтки хорошо перемешались и растворился сахар. К молочно-яичной жидкости добавьте 3 столовые ложки с горкой кукурузного крахмала и тщательно перемешайте. Крахмал вмешивается только в холодную жидкость, так как горячий или теплый он сразу же сбивается в комочки. Поставьте сотейник на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите крем до густого состояния. С каждым разом масса будет густеть, но не забывайте помешивать. Вот крем уже хорошо загустел, появились пузырьки. Я его постоянно интенсивно помешиваю, даю еще пару минуток постоять на плите, чтобы он загустел лучше. Огонь я уменьшила на минимальный, у меня мощность 3 из 9. В конце приготовления крем я интенсивно размешиваю венчиком. Огонь я выключила и проверяю готовность крема. Крем должен не стекать, а медленно сползать с ложки. Теперь заварной крем снимаем с плиты. Если крем получился жидкий, смешайте 1 столовую ложку крахмала и 1 столовую ложку холодной воды, перемешайте и добавьте в горячий крем. Если наоборот густой, добавьте молоко или сливки и тщательно взбейте. В горячий крем добавляем сливочное масло и размешиваем венчиком до полного растворения. Масло в креме полностью растворилось и соединилось. Накрываем заварной крем пищевой пленкой в контакт, чтобы пленка соприкасалась с кремом, и даем полностью остыть при комнатной температуре. Крем полностью остыл, снимаем пищевую пленку. По желанию его немного можно взбить миксером на высоких оборотах, чтобы он принял воздушную текстуру. Крем полностью готов к использованию.
Крем медленно сползает с лопатки, а значит консистенция у него правильная. По желанию перед работой заварной крем можно поставить в холодильник на 1-2 часа, накрыв его пищевой пленкой. Но можно и сразу формировать пирожное или торт. 1-2 испеченных слойки раскрошите в емкость руками. Это будет панировочная крошка для пирожных. Теперь можно приступить к формированию пирожных. Берем слойку, разделяем посередине ножом на 2 половинки. Одну половинку от одной слойки смазываем заварным кремом. Заварного крема у меня на одну слойку примерно уходит 1-2 столовые ложки с горкой. Другой половинкой накрываем крем. Действуйте без нажима, чтобы крем не вылез за края пирожных. Смажьте все бока и верх пирожного кремом. После того, как десерт обмазали кремом, обсыпьте его крошкой и выложите на блюдо или на деревянную доску. Такую процедуру повторите со всеми заготовками. Затем все пирожные поставьте в холодильник на 1-2 часа для пропитывания, чтобы оно не было таким хрустящим и ломким. Но скажу вам по секрету, оно вкусно и хрустящим, и пропитанным. По желанию пирожные можно украсить фруктами. Я украсила черникой и листочками мяты. Пирожные Наполеончик получились просто вкуснятина. Доченька уплела их сразу 2 штуки. Хотя она не любитель тортов и пирожных. Угостите своих близких и друзей вкусным и нежным десертом. Если вам понравился рецепт, добавляйте в свою копилку. Если остались вопросы, пишите в комментарии, я с удовольствием отвечу. Всем здоровья и добра, до новых встреч на канале Ната Кук.